Было у старика 3 сыновей, 2 умных, а 3 Иванушка дурачок. День и ночь дурачок на печи валяется. Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да повадился ту пшеницу кто-то по ночам толочь и травить. Вот старик и говорит детям: «Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочередно, поймайте мне вора». Приходит 1-я ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю ночь да не спал, и зяб, а вора не видал. На 2-ю ночь пошел средний сын и также всю ночку проспал на сеновале. На 3-ю ночь приходит черед дураку идти. Взял он аркан и пошел. Пришел на межу и сел на камень, сидит, не спит, вора дожидается. В самую полночь прискакал в пшеницу разношерстный конь. Одна шерстинка золотая, другая, серебряная, бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть, не столько ест, сколько топчет. Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех сил, не тут-то было. Дурак уперся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака молить: «Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу». «Хорошо», — отвечает Иванушка-дурачок. «Да как я тебя потом найду?» «Выйди за околицу», — говорит конь, «свистни 3 раза и крикни: сивка-бурка, вещи-каурка. Стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду». Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово: пшеницы больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка домой. «Ну что, дурак, видел?» — спрашивают братья. «Поймал я», — говорит Иванушка, разношерстного коня. Пообещался он больше не ходить в пшеницу, вот я его и отпустил. Посмеялись в волю братья над дураком, но только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал. Скоро после этого стали по деревням и городам берючи, глашатые, от царя ходить, клич кликать. Собирайтесь, бояре и дворяне, купцы и мещане, и простые крестьяне, все к царю на праздник. На 3 дня берите с собой лучших коней, и кто на своем коне до царевнина терема доскочит, из царевниной руки перстень снимет. За того царь царевну замуж отдаст. Стали собираться на праздник и Иванушкины братья. Не то чтобы уж самим скакать, а хоть на других посмотреть. Просится Иванушка с ними. «Куда тебе, дурак?» — говорят братья. «Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи, да залу пересыпай». Уехали братья, а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошел грибы брать. Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул 3 раза и крикнул: «Сивка-бурка, вещи-каурка. Стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей дым столбом валит. Прибежал, и стал конь перед Иванушкой как вкопанный. «Ну, — говорит, — влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай». Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез, и стал таким молодцом, что не вздумать, не взгадать, ни в сказке сказать. Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь перед дворцом, видит, народу видимо-невидимо, а в высоком терему у окна царевна сидит. На руке перстень, цены нет, с собой красавица из красавиц. Никто до нее скакать и не думает, никому нет охоты наверняка шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул, только на 3 венца, до царевнина окна не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посторонились, так он их шелковой плеткой хлестнул. Кричит народ: «Держи, держи его!» А Иванушкин уж и след простыл. Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, в правое вылез и стал опять прежним Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухоморов и принес домой. «Вот вам, хозяюшки, грибков», — говорит. Рассердились тут невестки на Ивана, что ты, дурак, за грибы принес. Разве тебе одному их есть? Усмехнулся Иван и опять залез на печь. Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели, а Иванушка лежит на печи да посмеивается. На другой день старшие братья опять на праздник поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в поле, свистнул, гаркнул: «Сивка-бурка, вещи-каурка. Стань передо мной, как лист перед травой». Прибежал конь и встал перед Иванушкой как вкопанный. Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а прыгать никто не думает, кому охота шею ломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам,
осерчал конь, прыгнул, и только на 2 венца до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб посторонились, и ускакал. Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит, слушает, что братья рассказывают, и посмеивается. На 3-й день братья опять поехали на праздник, прискакал и Иванушка. Стегнул он своего коня плеткой. Осерчал конь пуще прежнего, прыгнул и достал до окна. Иванушка поцеловал царевну и ускакал, не позабывши братьев плеткой огреть. Тут уж и царь и царевна стали кричать: «Держи, держи его!» А Иванушкин и след простыл. Пришел Иванушка домой, одна рука тряпкой обмотана. «Что это у тебя такое?» — спрашивают Ивана невестки. «Да вот», — говорит, искавши грибов, сучком накололся. И полез Иван на печь. Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на перстенек посмотреть, как приподнял он тряпку, и избу всю так и осияло. «Перестань, дурак, с огнем баловать!» — крикнули на него братья. «Еще избу сожжешь. Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать». Дня через 3 идет от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, собирался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрезгует, тому голову с плеч. Нечего тут делать, пошел на пир сам старик со всей семьей. Пришли, за столы дубовые посадились, пьют и едят, речи гуторят. В конце пира стала царевна медом из своих рук рогтей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему, а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука грязной тряпкой завязана, просто страсть. «Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана?» — спрашивает царевна. «Развяжи-ка». Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень, так всех и осиял. Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит: «Вот, батюшка, мой суженый». Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье. И стал он таким молодцом, что отец и братья глядят, и глазам своим не верят.